Валерий Васильевич не спал уже 2 дня, коренной зуб ныл не переставая, но идти к зубному врачу было бессмысленно. Зуб был здоров, он это знал. Причина зубных болей сидела в углу зала и не затыкалась ни на секунду, молилась и отбивала поклоны. Призрак пожилой женщины разыскал его и теперь мучил своими просьбами о помощи, вызывая дергающую нервную боль. Он упрашивал призрака уйти по-хорошему и грозил изгнанием через Навий котел. Но она не уходила, чуяла, что ему нельзя было портить карму в конце года. На дворе был декабрь месяц. Валерий хотел закончить этот год без развеивания праведников. Вот если бы она приперлась в январе, он бы с ней не церемонился. Праведников было грешно развеивать. Валерий многое знал о загробной жизни и поэтому старался их обходить за версту. По работе он часто сталкивался с потусторонним миром и старался извлекать из этого пользу. Неупокоенную душу можно было использовать, например, заключив с нею договор. Но эта женщина всю жизнь проработала уборщицей и не имела образования. Души неупокоенных, плавающие в астральном мире, вполне могли видеть будущее. Но и для предсказания будущего этот призрак был бесполезен. Души пенсионного возраста тяжело поддавались инструкциям и обучению. Взять с нее за работу было нечего, а бесплатно Валерий не работал. Таков был порядок. Всякий труд должен был быть оплачен услугой или материально. История призрака была обычной. Всю жизнь проработала уборщицей, рано схоронила мужа. Одна растила дочь. Дочь выросла, но с личной жизнью у нее не задалось. Дочка родила сына, втроем они жили в двухкомнатной квартире и жили вроде хорошо и дружно, пока пожилая женщина не столкнулась с сектой бога Фимы и, подавшись на сладкие уговоры о спасении души, не переписала квартиру. За 2 дня Валерий Васильевич наслушался. С горя он выгреб из аптечки обезболивающее и проглотил целую горсть, после чего сбегал на кухню и запил стаканом воды. Одуваясь, вернулся в зал, где его дожидался призрак. «Что же вы, мамаша, на старости лет так вляпались-то?» – злобно поинтересовался он. «Бес попутал, родненький. Если бы я знала, что так все обернется, то ни за что бы не согласилась квартиру этим упырям подарить», – простонал призрак. «Они же обещали Софию с Ваней не трогать и из квартиры не выселять, а когда поняла, что обманули, тут-то меня удар и хватил. Так поможете?» «Ой, бля!» – взвыл Валерий, у которого в очередной раз дернуло зуб. «Когда же вы уйметесь со своими просьбами? Не работаю я бесплатно, сколько же можно вам говорить?» «Молиться за вас буду», – клятвенно пообещала призрак женщины. «Отче наш, еже си на небеси». Так, не надо. Зуб задергало от молитв так, что Валерий начал подпрыгивать от боли. В отчаянии он уже захотел пойти на совсем жуткое дело и напустить на душу праведницы Глоба. Кувшин, запертый в нем злой тварью, стоял в серванте. И ритуал несложный, пусть он ее сожрет и 1000 лет переваривает. Его размышления прервали. Кто-то звонил в дверной звонок. Валерий пошел открывать дверь и облегченно вздохнул, увидев на пороге своего напарника по работе Дениса. «Ну и рожа у тебя, Шарапов». Вместо приветствия посочувствовал ему Денис. «Зачем звал?» «Пошли, покажу, срочное дело». Валерий за рукав затащил его в зал и указал на призрака. «И чё?» Осмотрев призрака, снова спросил Денис. «Как чё? Изгони ее к чертовой бабушке!» – потребовал Валерий. «Хорошо, 200 000 рублей. Наличными или на карту переведешь?» «Побойся бога, тут делов на 2 минуты, давай хотя бы 50». 50 будет стоить 1 января. Ухмыльнулся Денис.
А сейчас предновогодняя накрутка. Конец года. Карма, сам знаешь. И это я тебе еще со скидкой предлагаю. С чужого взял бы 300. «Да не буду я столько платить, не выдумывай!» – разозлился Валерий. Так и я считаю. Зачем ты меня из-за такой пустяковины вызвал? Изгонишь сам, испортишь карму. Чистеньким хочешь в новом году быть. Тогда плати за моральный ущерб. А вообще, я тебе давно говорил. На квартиру защиту надо делать от таких вот попрошаек. Посоветовал Денис. «Взять с него нечего, беда просто. Вот что мне делать прикажешь?» Валерий со вздохом опустился на стол. «Я так хотел спокойствия, думал, в декабре отдохну, в Таиланд слетаю. А тут она нарисовалась. Спасите, помогите!» Праведная душа, ставшая неупокоенной. Хуже 1000 чертей в одержимом. Это ж как котенок, выброшенный зимой на улицу черствыми хозяевами. И домой не возьмешь, и сердце от мяуканья разрывается. Денис поглядел на измученного друга, похмыкал и сказал. Да не паникуй ты, маяк из нее сделаем, раз она больше ничего не умеет. Я думал об этом, признался Валерий Васильевич. Но ведь кикиморы могут порвать, а тогда вина на нас будет. Не совсем, поправил его Денис. Вероятность 50%, но лучше, чем ничего, и правилам соответствует. Он повернулся к призраку пожилой женщины. Как вас, голубушка, зовут? Серафима Леопольдовна я. С готовностью отозвалась призрак. Всю жизнь уборщицей в школе проработала, до самой пенсии. Это очень хорошо, что в школе. Против кикимор пригодится. Обрадовался Денис. В общем так, Серафима Леопольдовна, мы с вами заключим договорчик на 3 вызова. Вызовы будут редкими, но, скорее всего, будут. После чего вы будете свободны от обязательств и сможете обрести покой. Сразу хочу предупредить, что это будет связано с некоторыми рисками для вас, и прошу отнестись к вашей службе со всей серьезностью. Взамен мы примем вашу просьбу о помощи и приложим все возможности и средства для ее осуществления. Вы согласны? Да, ну не за себя ж прошу, за дочку и внучка. Закивала Серафима. Только им помогите, очень вас прошу, не оставьте в беде. Валерий ворча принес договор, деревянную доску на 7 заговоренных камнях, исписанную церковно-славянскими символами, и сосуд для маяка, маленькую стеклянную бутылочку с пробкой на шнурке. Договор произносили устно, по очереди касаясь доски. Сначала он, а потом призрак. Как только договор был заключен, Валерий попросил Серафиму Леопольдовну отправиться на временное место проживания и указал на бутылочку. Наблюдая, как исчезает призрак и сосуд начинает светиться белым светом, он почувствовал облегчение. Зубная боль отступила. «Кофейку?» – предложил он Денису с благодарностью в голосе. Наливай. Согласился тот. Но только зачем ты на словах мои повторил? Ты про что? Замер в дверях кухни Валерий. Приложим все возможности и средства. Процитировал Денис. Не мог обыграть по-другому? А если действительно придется приложить все средства? Это из-за одной жалкой квартиры, которую нужно отобрать у сектантов и вернуть законным хозяевам? Не выдумывай, братец. Я этих сектантов вместе с их богом Фимой наизнанку выверну. Фыркнул Валерий Васильевич. Тебе кофе черный или со сливками? Потом они сидели и пили кофе. Валерий достал бутылку коньяка и добавлял себе в чашку кофе. Про выпитые таблетки он уже и думать забыл. «А чё это ты за коньяк взялся?» С подозрением спросил Денис. «Кто машину поведет?» «Ты, конечно!» Прихлебывая кофе, ответил тот. «Мне нельзя, я уже выпил». «Тогда, может, с утра начнем?» Денису не очень хотелось сейчас ехать куда-то на ночь глядя. «Не, я сейчас багаж укомплектую, а ты...»
За руль, нам же на вокзал надо. Зачем? Так дочка Леопольдовны с внуком на вокзале бомжуют, 3-й день уже, вспомнил Валерий. И ты, значит, 2 дня терпел зубную боль, хотя мог сразу решить свои проблемы сам и не мурыжить их на вокзале столько времени? Покачал головой Денис. А ты к моей совести не взывай. Работа должна была быть оплачена, таков порядок. Всем страждущим и нуждающимся не поможешь. Ты же вон к бомжам на улице не подходишь и не помогаешь им. И по домам, где живут бедные люди, не ходишь с гуманитарной помощью. Мы с тобой живем и мыслим рационально. От ошибок всех дураков не спасешь, как ни пытайся. Жаль, конечно, что порой от ошибок дураков страдают невинные люди, но тут ничего не поделаешь. Но этим двоим мы теперь можем помочь на полном основании. Сознайся, тебе просто скучно, и ты хотел компании. Вздохнул Денис. Хватит вздыхать. Допивайте, товарищ, кофе и валите греть Япошу, а я пока соберу инструменты и расходники. Велел ему Валерий. Япошей Валерий Васильевич ласково кликал микроавтобус Mitsubishi Delica. Он забил багажное отделение под завязку. Денис только похмыкал, глядя на его усердие. Когда Валерий уселся на пассажирское место, он лишь кратко спросил. Куда едем, шеф? Рязанский вокзал, плачу 2 счетчика и быром давай, пока я добрый. Эй, дорогу покажешь? На манер водителя из Средней Азии спросил Денис. Покажу, давай, жми на Япошу. Эй, слушай и повинуйся. Через двор срежем, пробка, объедем. Нету лучше велика. Микроавтобус взревел, выбираясь из сугроба. Они подъехали к вокзалу, когда на электронных часах над центральным входом мигали зеленым цифры 22:00. На парковке стояло несколько такси. Денис припарковал машину на свободное место и, перекинув ключ Валерию, выскочил на свежий воздух. Мочевой пузырь был переполнен, и он хотел быстренько сбегать в туалет, пока его напарник ищет дочь Серафимы Леопольдовны. Валерий замешкался в машине, искал зажигалку в бардачке. Денис устремился к центральному входу. Возле дверей недовольные крики заставили его остановиться и обернуться. Он увидел, как Валерия обступили таксисты и что-то ему высказывали. Слов было не разобрать, кажется, они требовали, чтобы убрал свою машину. Сам справится, подумал Денис и побежал искать туалет. Справив нужду, он вспомнил о друге и решил проверить, как он там. Валерий курил на ступеньках у входа, с интересом наблюдая за дракой таксистов. Драка была жаркой. Таксистам уже бежала служба охраны. Твоих рук дело? Спросил Денис у него. Да ну, пожал плечами Валерий. Кричали на меня, мол, это место Зёмы, и мы его заняли совершенно напрасно, и требовали, чтобы я машину за угол отогнал. Я им ответил, что я знаю их всех и Зёму в том числе, и что Зёма будет не против, но они потребовали доказательств, по понятиям типа. И чё? Да чё? Рассказал им про Зёму и про каждого из них. Рассказал, что одного из них Зёма кинул месяц назад, продав говёную зимнюю резину из Китая по цене немецкой, и цену сказал. Другому, вон тот, который сейчас по морде получит, Дмитрий Сергеевич, что его жена спит с его другом Валентином, когда тот ночные смены берет, чтобы Кате студентке с Заречного ездить, и номера телефонные продиктовал, и жены его, и Кати. А Валентин это тот, который ему по морде дал? Пытался угадать Денис. Да, я им дал разгадку на вопрос, от кого они все заразились одной интересной венерической болезнью. Они, бедняги, 3 месяца по врачам бегали. Они все с этой Катькой, в общем, только друг про друга не знали. А Зёма? Зёмы там нет, он еще не в курсе, хотя все с него-то и началось. Вздохнул Валерий и метко бросил окурок мимо урны. Дочь Серафимы Леопольдовны нашлась в зале ожидания. Сидела на скамейке. Рядом возился ребенок, мальчик лет 6. Играл в телефоне.
Возле ее ноги стояли сумки с вещами. Взгляд у женщины был обреченный. Валерий подошел к ней и поздоровался. «Здравствуйте, София Павловна, как ваши дела?» «Мы знакомы?» София подняла голову и отстраненно посмотрела на него. Пока нет, но я и мой товарищ хорошо знакомы с вашей матушкой», – улыбнулся Валерий Васильевич и указал на Дениса. Она с подозрением оглядела их. Двое мужчин, один белобрысый, другой брюнет, весь в прыщах, оба в кожаных куртках. Такие явно не из полиции или из СМИ, туда она уже обращалась. Значит, из секты пришли, уговаривать вернуться, а может и угрожать. Господи, да что им еще от нее надо? Она и так отдала последние деньги на похороны матери. «Уходите отсюда, или я начну кричать!» Тихо предупредила она их. Голос ее был полон ненависти. «В секту бога Фимы, и я не вернусь!» «А мы из другой секты», — снова улыбнулся Валерий Васильевич. «Из секты свидетелей драки таксистов возле входа. Наша секта добрее и лучше. У нас печеньки есть». «Знаете, мне с сыном сейчас не до шуток», — ответила София. «Валите отсюда, клоуны вокзальные, денег у нас нет и взять с нас нечего». «Понял». Валерий присел рядом с ней на скамейку. «Извините нас, мы просто не так начали знакомство. Мы с товарищем, конечно, не из секты, мы представляем интересы вашей покойной матушки, а значит, теперь и ваши. Сектанты обманом заставили подписать вас документы на квартиру, после чего выжили вас из нее. Мы должны восстановить справедливость и вернуть вам утраченную жилплощадь». «А вы действительно клоун», — горько ответила София. «В полиции мне сказали...» «Да нам пофиг на законы и на то, что они вам сказали». Не дал договорить ей Валерий. «Мы своих придерживаемся. Ваша мама заплатила нам за работу, и мы связаны договором. София Павловна, мы можем провернуть дело и без вас, но не сидеть же вам тут на вокзале в антисанитарных условиях все то время, пока мы будем трудиться над исполнением договора. Может, проедем в номера?» «Никуда я с вами не поеду, вы псих!» – отрезала София. «Мама, а что за дяди?» – заинтересовался ребенок. «Дяди уже уходят, это плохие дяди», – успокоила она сына и повернулась к Валерию. «Ну что вы нас мучаете, зачем? Что вам еще отдать? Последние вещи? Нате, заберите!» Она пнула ногой сумку. «Да, тяжело с женщинами работать», – вздохнул Валерий. То они на слово готовы поверить любому проходимцу, то смотрят волком на руку, протягивающую им помощи, и требуют документы с подписью президента. А как быть нам? Так, хорошо, начнем еще раз. Ваша мама Серафима Леопольдовна, начал он. «Моя мама умерла 6 дней назад. Ни про какие договора о возврате квартиры она мне не сообщала», – перебила его София. «Да, но потом она заявилась ко мне и начала просить за вас, и мы с ней заключили договор», – кивнул Валерий. «Когда она к вам заявлялась?» «После смерти, естественно. Ну, не делайте такие глаза. У нас с товарищем такая работа. Работаем с потусторонним миром, иногда и с призраками, когда от них польза есть». «Уходите!» – потребовала София. Валерий промолчал, поморщился, прикидывая про себя, как лучше достучаться до измученной женщины. Потом посмотрел на молчащего Дениса, тот согласно кивнул ему. Валерий начал. «Ой, по роду своей деятельности мы видим призраков постоянно. У каждого человека, если присмотреться, за спиной стоят его умершие родственники. Они оберегают живых от неправильных поступков, пытаются помочь. Когда есть такая возможность, подталкивают под руку, и они очень болтливы. Все рассказывает. Хотите, про вас расскажу такое, что никто не знает?» «Не хочу». «А я все-таки расскажу. До 6 класса вас дразнили одноклассники, Сонька Заика была вашим прозвищем. И только добрая женщина, логопед, долго занимавшаяся с вами, по просьбе вашей матери, Мария Федоровна Костомарова,
помогла вам. А еще вы любили грызть ручку, и язык у вас был синий от чернил. Первый мальчик, с которым вы поцеловались в 9 классе, Антон, до сих пор помнит ваш синий язычок, хотя он уже давно женат на другой и счастлив в браке. Вам 27 лет, замуж вы так и не вышли, потому что на 3-м курсе института встретили мужчину своей мечты, космонавта Витю. Вы так сыну и рассказываете, что папка его космонавт, а этому космонавту еще год летать, по 228 статье. Мне продолжать? Вы кто? Побледнела София. О, я уже вам объяснил. Вздохнул Валерий и извлек из кармана куртки бумажник. Давайте будем это считать новогодним чудом и не вдаваться в подробности. Я знаю, что вы нам не доверяете и не поедете с нами, поэтому сейчас я вам дам денег. Снимите номер в гостинице на неделю. Вы вызовете такси, возьмете вашего сына и вещи и поедете туда приводить себя в порядок. Ваш номер телефона нам не нужен, мы и так его знаем. Утром мы навестим вас и составим план действий по возврату вашей квартиры. Он протянул ей купюры. Берите, утро вечера мудренее. Утром они завалились в гостиницу, прихватив пакет с продуктами. Я так понимаю, нормально вы уже несколько дней не питались, поэтому возьмите. Тут легкий перекус. Хлеб, колбаса, соки, шоколад, йогурты для Вани. Денис протянул Софии пакет. Ой, спасибо большое. Вы столько набрали, я даже не знаю, как вас отблагодарить. София рассыпалась в благодарностях. Кажется, за ночь она действительно пришла в себя после стольких потрясений, а после душа выглядела очень даже мило. Валерий хмыкнул, глядя, как Ванька потрошит пакет в поисках шоколадок, после чего обратился к ней с просьбой. Сейчас вы поедите немного, а потом спускайтесь вниз, мы поедем на вашу квартиру. Потом поедем пообедаем в более приличной обстановке, ее же еще не продали? Вроде бы нет. Задумалась София. Но вы же хотели составить план. План для укурков профессионалы должны придумывать на ходу. Махнул рукой Валерий Васильевич. Ждем вас на улице. А вы адрес не знаете? Спохватилась София, когда они все рассеялись по местам в микроавтобусе. Знаем. Тимирязева 44, 2-й подъезд, ответил Валерий Васильевич, занявший водительское место. 3-й этаж, подсказал Денис, сидевший рядом с Ваней. На двери нацарапано «Мама и Буся» в нижнем правом углу, добавил Валерий, проворачивая ключ зажигания. Ваня ключом нацарапал. Наябедничал Денис. Это не я, это Васька с 5-го, меня там вообще не было. Возмутился мальчик. А откуда вы знаете? Эти дяди все про тебя знают, а я еще тебе всыплю за испорченную дверь. Врет и не краснеет. Возмутилась София. В кого только такой? В папу космонавта, подумал Валерий Васильевич, но вслух говорить, конечно, не стал. Подъехав к дому, Валерий попросил Дениса посидеть с ребенком. Вытащил из-под сиденья рюкзак, и вместе с Софией они поднялись на 3-й этаж к той самой двери. Замки они уже поменяли, пожаловалась она ему, разглядывая дверь. Неважно, внутрь мы не пойдем, успокоил ее Валерий. Вы пока отойдите подальше, мне одну операцию совершить надо. Он снял с плеча рюкзак и достал из него глиняный кувшин. Из дальнего угла лестничной площадки, наблюдая за его действиями, София сообщила: там теперь матушка Карина живет, сожительница бога Фимы, и меня они звали сожительствовать, мерзавцы. Ага. Валерий Васильевич прошептал под кувшином, а потом резко отломил у него край горлышка. У Софии округлились глаза, из кувшина вырвалось нечто серое и мохнатое, похожее на котенка, и шмыгнуло под дверь. «Это вы что сейчас сделали?» – измученно спросила она. «Барабашку заселил», – объяснил Валерий.
Он новым жильцам устроит сладкую жизнь, будет вещи портить, еду, веселить соседей по ночам. Барабашку? Ага, хороший барабаха, выдержанный, 5 лет бездельничал, ух, он оторвется теперь. Можно, конечно, и кикимору было бы подбросить, но конец года, карма опять же. Кикиморы любят членовредительством заниматься, наносят увечья малой и средней тяжести. Ее мы оставим на крайний случай. Задумчиво ответил он. Валерий убрал кувшин обратно в рюкзак. Теперь можно вернуться в машину и ехать на обед. После обеда вы позвоните в секту и попроситесь назад. Что? Зачем? Вы хоть знаете, что там за люди? Испугалась София. Вы позвоните и попроситесь назад, упрямо ответил Валерий. В качестве извинений предложите меня и Дениса как новых кандидатов. Скажете, что вам было видение или чего там еще, что бог Фима открыл вам глаза на истину и вы жаждете вернуться, и что у новых кандидатов очень много денег. Зуб даю, они клюнут и согласятся. Бог Фима давал представление в старом актовом зале городской художественной школы. Прохаживался по сцене и вещал о времени как явлении через микрофон. В зале яблоку негде было упасть, собралось человек 200. Сидевшие на последнем ряду Валерий Васильевич и Денис восхищенно слушали его проповедь. Время – это две точки независимого между собой пространства, говорил Фима. Вы думаете, что стареете, но это совсем не так. Это лишь ложное восприятие вашего опыта. Я, достигший совершенства и ставший равен Богу, всего за несколько лекций научу вас, как жить вечно правильно, используя время. Какой человек! Восхищенно качал головой Валерий. А я и не задумывался раньше, что так бессмысленно живу. Это шо? Походите подольше, и Фима научит вас и летать, сообщил ему старичок, сидевший справа. Вот я уже почти научился, нужно всего лишь исключить из рациона 2 продуктика. Валерий посмотрел на него и подумал, что перестав употреблять мясо и молоко, дед на старости лет действительно скоро научится летать при помощи ветра. Но вслух ответил: я очень люблю господина Пыжа, то есть Фиму. А я его еще больше Поддакнул Денис. Дед посмотрел на них как на идиотов и замолчал. Фима на сцене распалялся все сильнее. Его таланту действительно можно было позавидовать. Так говорить и рассказывать, постепенно овладевая умами публики, мог не всякий. Фима был не всякий. Его заместитель по административным вопросам Святослав Пантелеевич, длинный худой человек с узким унылым лицом, поведал товарищам, что Фима с 5 лет начал подозревать в себе великие силы. В 12 лет он уже окончил среднюю школу и поступил в МГУ, сразу на 3-й курс, а в 18 достиг состояния бога. Но человечество не приняло его наставлений, а государство так и вовсе решило отправить в армию. Но Фима успешно доказал призывной комиссии, что боги служить не должны, это им все служат. За это он был награжден 5-летней путевкой в санаторий закрытого типа, что новому богу пошло только на пользу. Употребляя лекарства и ведя аскетический образ жизни, он возмужал и окреп, и написал несколько десятков уникальных трудов, признанных во всем мире. Этот Пантелеймонович заставил их купить все книги, которые сочинил Фима. Это было обязательным условием для кандидатов. Валерий скрипел зубами, но заплатил, и теперь время от времени огорченно ощупывал похудевший бумажник. Впрочем, проповедь того стоила. С обучения контролю времени Фима неистово перекинулся на современное общество. Он клеймил позором распущенность и видеоигры и призывал начинать работать с молодежью с самого раннего возраста.
Все эти школы не доведут ваших детей ни до чего хорошего, а обучаться состоянию Бога нужно с молодых ногтей. Так делал это я, постигая необходимые базовые знания самостоятельно. Все учителя проходимцы и пропагандисты. В учебниках физики нет ни одного закона, подтвержденного практикой. Ученые до сих пор не могут объяснить проблему электричества. Вот вы и вы. Вы вот знаете, откуда берется электричество? Из розеток. Крикнул было Валерий Васильевич, но на него строго шикнули. Фиму было не остановить. Он разливался соловьем и чирикал по-воробьиному. В конце первого часа своей проповеди внимание зала начало ослабевать, и тогда по рядам пошли девушки в платочках с водой для желающих освежиться. София разносила воду в последнем ряду. Возле товарищей она остановилась и шепнула, протягивая им бутылочки. «Возьмите, только не пейте, пожалуйста, в воде наркотик». «Ха-ха, сейчас!» – пробурчал Валерий Васильевич. «Я столько денег за макулатуру отдал, я эту воду не только выпью, но еще и с собой возьму». «С собой не дают, родимый!» – пожаловалась ему какая-то бабка. «У меня от этой водички и ревматизм враз проходит, и голова не кружится. Как птичка потом, целый день летаю, каждый день бы пила. Но в меру, говорят, надо пить, а вода эта целебная, Фима с тайного родника, что сам открыл, привозит, через хороших людей». «Да, верно, пейте водичку, внучики, она целебная», – закивали, подтверждая ее соседки. «От 100 болезней». Они сделали по глотку, Денис прищурился и выдал вердикт – амфетамины. Ага, Валерий Васильевич снова попробовал. И не из дешевых. Значит, у него где-то подпольная лаборатория, а то с таким подходом к бизнесу он бы давно разорился. Ничего, доберемся мы до этого источника. Потихоньку волшебная вода начинала благотворно воздействовать на слушателей. На помощь Фиме приходили другие сектанты. Они подстрекали людей браться за руки и петь хором. Ощущение эйфории охватило зал. Фима, надев шкуру медведя, скакал на сцене и рассказывал про эволюцию человека и как он силой мысли убил медведя и съел его, скитаясь по сибирским лесам в поисках истины. Люди настолько верили ему, что вставали и аплодировали стоя. «Славься, Фима! Славься, Фима! Славься, Фима! Славься, Фима!» кричали особенно рьяные, впавшие в транс. «И помните, чада мои, истина вокруг, истина где-то рядом!» прокричал Бог под конец проповеди, после чего успокоился и призвал членов секты жертвовать на храм. Храм предполагалось строить в прекрасном сосновом бору на берегу озера. Также он просил записаться в список добровольных строителей храма, чтобы так они могли поднять свой статус. Ему требовались каменщики, плотники, электрики и разнорабочие. Молодец какой! Пробормотал Валерий Васильевич, занеся 5000-ную купюру на строительство храма. Все счет паствы и на рабочих сэкономит. Таких бы Фим человек 100 и коммунизм бы мы уже давно построили. После проповеди друзья поймали Пантелеевича и изъявили желание побыстрее влиться в число членов секты. Тот покрутил носом и грустно сообщил, что такого статуса дожидаются годами, и призвал к терпению. Валерию пришлось угрожать деньгами. Тогда заместитель Фимы подумал, пересчитал купюры и согласился замолвить за них словечко, если они хорошо сумеют проявить себя, продав как можно больше картин на воскресной выставке. Фима рисует не картины, а божественное откровение. В каждом из них зашифрованы символы вселенского значения и великого замысла.
Чем больше картин вы сможете продать, тем быстрее я вас ему представлю. Друзья переглянулись. «А если мы все картины продадим?» – спросил Денис. Тогда я вас точно ему представлю, рекомендую, и он поднимет вас в статусе. Грустно ответил им заместитель. Тогда мы свою наставницу Софию возьмем, она тоже хотела повышения в статусе, предложил Валерий. Не возражаю, всего хорошего. Попрощался с ними Пантелеймонович. Вечером бог Фима решил проведать свою сожительницу, матушку Карину. Он позвонил ей предварительно и попросил приготовить ужин. Проповедь удалась на славу, Фима был доволен. Члены секты все как один согласились отдать ему своих детей в чудотворную школу. Школа была разработана по его индивидуальному проекту. Большой забетонированный подвал за городом. Там под присмотром двух руководителей Федорова и Симакова дети будут обучаться любить своего бога Фиму и шить фирменные кроссовки. Как хорошо, что дура старая отписала ему квартиру. Он сначала хотел оставить в ней и Софочку, пусть бы девочки жили вместе, подружились бы, но эта разведенка с прицепом заортачилась, нос вздернула и сбежала. Ничего, повыла на морозе с голоду и извиняться пришла, да еще двух толстосумов ему привела. Пантелеймонович сказал, что хорошо срубил с них в первый день обработки. Знатные лохи под Новый год попались. Побольше бы таких. Счастливый Фима поцеловал матушку Карину. «Здравствуй, голубушка, поедим и в коечку?» – спросил он. «А тебя потом за километр разит, сходи прими душ сначала», – фыркнула она. «А я пока на стол соберу, жаркое в горшочке уже готово». Мурлыкая, Фима разделся и навел себя в ванную. Предвкушая горячую ночь любви, он тщательно намылился. Хотел было смыть с себя мыльную пену, но, покрутив кран горячей воды, услышал только свист и бульканье. Он открутил было холодную и только подставил свое тело под душ, как в него ударила струя кипятка. Фима, обжегшись, взвыл и, проскользнувшись, опрокинулся в ванной. Вода полетела в разные стороны. Он барахтался, пытаясь справиться с кипятком, и случайно задел пальцем ноги сливную пробку. Вода в ванной забулькала и начала прибывать, потихоньку окрашиваясь в коричневый цвет. В воздухе отчетливо завоняло канализацией и нечистотами. Фиму с непривычки вырвало. Кое-как он выбрался из ванны и завопил, призывая на помощь Карину. «Фу, Фима, ты всю ванную обосрал!» Возмутилась она. «Это не я, тут сантехника, похожая, накрылась». Фима вывалился из ванной, пытаясь отдышаться. «Завтра надо будет слесаря вызвать. А как же я умываться буду?» – ныла матушка Карина. «Ну, Фима, не верещи, до утра потерпишь. Полей лучше из чайника на руки, хоть ополоснусь». Настроение у Фимы было испорченным. Худо-бедно он умылся водой из кухни и вытирался поданным ему полотенцем. Сел ужинать с матушкой Кариной. Чтобы порадовать его, она надела свою лучшую кружевную комбинацию. Поедая жаркое, он любовался ею и постепенно возвращался в прежнее игривое состояние. «Я белье новое постельное купила из шелка. Доедай жаркое. Я открою вино и будем пробовать». Карина, лаская, провела рукой по его плечу и скрылась в спальне. «Я жду тебя». «Сейчас», – почавкал Фима. Жадничая, он зачерпнул ложкой побольше и, не глядя, отправил в рот. Хруст во рту заставил его задуматься. Через секунду удивление сменилось болью. Он в ужасе выплюнул на стол вместе с полупережеванным мясом железный саморез и половину переднего зуба. Ощупав поврежденный зуб, Фима взвыл и бросился к зеркалу. «Фима, что случилось? Иди же ко мне, мой волк!» Взвыла из спальни Карина.
Дура, Зуб, совсем тетеря слепая, не видишь, чего в мясо кладешь? Далее имел место грандиозный скандал. Матушка Карина обвинялась во вредительстве и порче Бога. Карина в ответ рыдала и убеждала в своей невинности. Кое-как успокоившись ближе к ночи, Ефима устроился спать на диване в зале. Матушка Карина заперлась в спальне и отказывалась выходить. Ночью Фима проснулся от шума, кто-то колотил по стенам и по батареям. Очень скоро к стуку присоединились соседи и собака, завывшая этажом ниже. Барабашкой называют мелкого шумного духа, который безобразничает в доме и мешает хозяевам спокойно спать. Также причисляют к барабашкам и домовых. Валерий был не согласен с таким определением. Барабашки и домовые духи разные, утверждал он, просто дальние родственники. Барабашки, к примеру, не умеют говорить, свои мысли и желания они выражают стуком, но богу Фиме и матушке Карине предстояло еще об этом узнать. В воскресенье Валерий Васильевич, София и Денис торговали картинами по заданию секты. Денек выдался морозным. И где-то уже через час Валерий пожалел о своем безрассудном замысле. Он хлопал руками, пытаясь согреться, и орал на всю площадь, где возле стены университета они развесили Фимову живопись. Налетай, не скупись, покупай живопись. От холода он зевал и хватал за шиворот случайных прохожих. Гражданин, купи картинку, сам Бог рисовал. Почему жопой нарисовано? Ну, а если и жопой, это же искусство. Художник так видит. В ней куча скрытых замыслов. Вот обратите внимание на завитушку в углу. Сам туда пошел, в жлоб. У него Пикассо в очереди стоял. Учиться. Не охрип еще? Поинтересовался Денис, когда от Валерия вырвался и сбежал очередной покупатель. Пойди лучше кофе попей. Софья в термосе принесла. С благодарностью приняв кофе, Валерий пожаловался Софии. Я могу просто эти картины купить, к чему нам этот цирк? Ну, серьезно, блин, холодно же. Нельзя самим, ответила София. Вон на углу стоит, видишь, это матушка Альбина, соглядатай Фимы. Она к нам приставлена следить, чтобы мы проявили свою веру. Если не завлечем покупателей, значит плохие из нас сектанты, поэтому нужно стараться. Да и я сроду так не старался, горло на морозе драть, возмутился Валерий Васильевич. Ладно, пошутили и будет. Клиентов в секте надо, значит будут клиенты. Тут за углом банк есть, я пойду схожу на разведку. А вы, София, отвлеките пока Дениску. Хорошо, но зачем? Да там этическая сторона вопроса задействована будет. Замялся Валерий. Опять начнется нельзя, да не надо. Делайте, что я вам говорю. И он, сославшись на нужду, убежал. Матушка Альбина морозов не боялась, а чего бояться, когда на тебе 2 теплых юбки и подштанники с начесом. За кандидатами было смешно наблюдать, бегают, суетятся, картины расхваливают. Молодежь неопытная, одно слово. Тот белобрысый и наглый уже убежал и 2 часов не продержался. Так она Фиме и сообщит, что нечего этим заморышам статус давать. Ни одного клиента они не зацепили, и вряд ли кто-то сегодня у них что-то купит. День-то не праздничный, и место не выбрали. Сама-то Альбина это прекрасно знала, 20 лет на базаре торговала. И если кто эти картины мог продать, так только она сама. Довольная, она сходила, купила в ларьке кофе и чебуреки, после чего вернулась на пост бдить. И тут случилось такое, от чего она впервые в жизни пронесла чебурек мимо рта. К торговавшим картинами подъехал дорогущий автомобиль. Оттуда выскочил богато одетый пожилой мужчина и… «Ты чего, гад, в банке натворил?» Тихо, но возмущенно спросил Денис у Валерия. Тот, сияя как золотая олимпийская медаль, продавал уже 10-ю картину и все прибавлял и прибавлял цены. Да так, склянка одержимости случайно из рук выпала,
ответил тот, принимая из рук покупателя очередную пачку купюр и с благодарностью кланяясь. И вам спасибо, пусть бог Фима одарит вас учением истины, подлинное искусство дороже каких-то там бумажек. А кто тебе разрешал это делать? К нам паломничество уже со всего города идет. Схватился за голову Денис. Ты совсем дурак? Что ты ноешь, мне надоело мерзнуть, подумаешь, побалдею часик, потом отойдут. Улыбался сквозь зубы, тихо отвечал ему Валерий, одновременно кланяясь очередному покупателю. Это все ради Фимы, большое спасибо, приходите еще, Фима рисует лучше всех. Когда подъехал джип, из него выбрался батюшка с безумным взглядом, бросившийся покупать последние оставшиеся полотна, даже Валерий засомневался и зачесал затылок. «Эй, слышь ты!» – бесцеремонно крикнул он, стоявший все это время с соляным столбом матушки Альбине. «Нам с православного священника деньги брать или подарить бесплатно? Все-таки тоже слуга Божий?» Прикрывая ладонью рот, Фима ахал, разглядывая кучу денег, которую вывалили перед ним на стол кандидаты. «Неужели вы все картины продали? Какие же вы молодцы!» – радовался он. «Последнюю мэр купил, сказал, что в мэрии будет висеть на самом видном месте», – доложил Валерий Васильевич. «Какой мэр? Наш?» – испугался Фима и взглянул на заместителя, стоявшего рядом. Тот растерянно пожал плечами. «Не американский же, наш, чей же еще? И несколько картин ФСБ будут висеть, очень им структура рисунков понравилась». Продолжал издеваться Валерий. Он знал, чем Фима рисовал эти картины. Когда работники силовых структур немножко оклемаются, они будут расстроены своей спонтанной покупкой. «Ладно, спасибо большое, вы можете быть свободны, чада мои», – махнул им рукой Фима. «Считайте, что вы заслужили полноценные места членов моей церкви». Фиму сейчас очень волновал предновогодний заказ на партию кроссовок. Аванс он уже получил. Теперь его бойцы Федоров и Симаков должны были объехать семьи с детьми и отобрать для работы самых здоровых. Валерий, Денис и маленький Ваня вечером сидели в номере гостиницы и играли в дурака. Ваня почему-то побеждал. Валерий подозревал Дениса и тщательно следил за ними. Вошла розовая с мороза София и, не раздеваясь, присела на краешек кровати. «Вот и все», – тихо сказала она. «Фима требует, чтобы я поехала завтра с ними на выходные за город, в его резиденцию. Явка обязательная». «Так в чем дело?» – ответил Валерий, рассматривая свои карты. «Поезжай, в баньке попаритесь, отдохнете». «Так он же не в баню зовет», – опустила голову София. «А сами знаете, зачем?» «Знаем. Валет пик», – щелкая картами, кивнул Валерий. «Потому и не препятствуем». «Мужчины, вы можете отвлечься хоть на минуту», – обиделась она. «Погоди, мама, сейчас я только дяде Валерию погоны повешу», – ответил Ваня, делая свой ход. «Молодой еще дядю Валеру погонить», – пробурчал тот, отбиваясь. «Ага, туз, еще туз. Чего? Ах ты маленькая дрянь, сознавайся, дядя Денис тебе ее подбросил?» Я вышел. Поднял руки Денис. Так это я, получается, дурак? Блин, ну что за день, а? София не выдержала и заплакала, они кинулись ее успокаивать, угощали чаем и конфетами, рассказывали ей о своем плане, что все у них под контролем. «София Павловна, вот клянусь, ничего он вам не сделает», – уверял ее я. «Я лично прослежу, соглашайтесь, мы уже все продумали. Я тут в одну серьезную службу звонил, жаловался на торговцев наркотиками и рассказал, где их делают. Но там мне мягко намекнули, что производство и оборот наркотиков под чутким контролем государства, поэтому беспокоиться не о чем. И теперь я знаю всех, кто получает прибыль с этой маленькой амфетаминовой фабрики.
и у меня есть план, как ударить и побольнее, рассказывал Валерий Васильевич. Кроме того, надо вашего Ванюшку на время в эту школу определить, эту чудотворную. Зачем? Он еще маленький. Удивилась София. Вы же сами говорили, что там вместо обучения обувь делать детей заставляют. Да он так сегодня в карты дядю Валеру бессовестно обул, что я думаю, ему там будет полезно. Задумчиво ответил Валерий, после чего подмигнул малышу. Мы тебя сектантским бандосом на денек сплавим, а потом дядя Денис тебе робота купит или машинку на управлении. Согласен? Нет, Помотал головой мальчик. я хочу пылесос Кирби для мамы. Я у дяди-продавца тогда насадку купил, на пылесос нам денег не хватило. Чего? Переспросил Валерий Васильевич и помрачнел. Ему вдруг все стало ясно. Ладно, Ванек, я тебе под Новый год самый лучший пылесос подарю. Слово Деда Мороза, пообещал он, а мне пока надо откланяться. Слушайте, но если вы можете сделать человека одержимым, то почему вы сразу не заколдовали Фиму и не заставили его отдать нам квартиру? Спросила София. А как же совесть? Я должен был воззвать его к совести, ответил Валерий с некоторой грустью. Понимаете, наши шутки с этой одержимостью не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Да, мы могли бы в наглую прийти к нему и все отобрать сразу, и он бы нам все бесспорно отдал. Он бы и сам не понял почему. Но сейчас конец года, и мы должны придерживаться некоторых условностей. Может быть, нам это зачтется, а может и нет. Мы сами не очень в курсе. Всего хорошего. София точно понимала, что приехала с Фимой и матушкой Кариной в Фимову загородную резиденцию. Хорошая такая резиденция, трехэтажная, с бассейном и баней, построенной на деньги его последователей. Она отчетливо помнила, как матушка Карина, противно ухмыляясь, отправила ее в баню мыться первой. И сказала, что после бани они ее будут ждать. София назло им мылась и парилась в бане так долго, как только смогла. В баню никто не приходил. Наконец она не выдержала. Одев на себя самый теплый банный халат в предбаннике и вооружившись кочергой, она открыла входную дверь и удивленно заморгала глазами. «С легким паром, давайте внутрь, не май месяц», – поприветствовал ее Денис, помогая забраться в салон микроавтобуса. Чего? А как так? Я же в бане была, хлопала глазами София. «А ну, детишки! С легким паром, София Павловна!» – крикнул с водительского места Валерий. С легким паром, с легким паром, с легким паром, с легким паром. Раздался хор детских голосов. София пригляделась. В салоне была целая куча ребятишек разного возраста, мальчиков и девочек, и ее сын среди них. Дети были заняты, ели конфеты из большой сумки в центре салона и кидали назад фантики. А чё? А как? Софию заело. Заехали, забрали детей из чудо-школы, там случился небольшой инцидент. Учителя Федоров и Симаков приняли Валерия Васильевича за представителя нечистой силы и открыли по нему огонь из незарегистрированного огнестрельного оружия, объяснял Денис. Хорошо, что я заблаговременно вызвал скорую помощь. Больше всего смеялись врачи скорой помощи, усмехался Валерий. Стрелки от бога, нечего сказать. Чудо-школа, к сожалению, сгорела. Почему? Да ничего страшного, детей мы вывезли, раненым оказана помощь. Но я же была у Фимы в загородном доме, в бане. Как я оказалась тут? Чудеса! Отозвался Валерий и потребовал. Ну-ка, дети, споем хором. И он запел. Как бы не было чертей в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых. Не играла б малышня возле мертвой бабы, не стекала бы с елки кровь. Кабы-кабы-кабы. А ну прекратите! Потребовала София. Куда мы едем?
По домам детишек развезем и родителям объясним, что школа временно не работает, закрылась на ремонт, сообщил ей Валерий. А Фима? Вот за это не переживайте, уверяю, завтра ему будет не до вас, и нет его больше в загородном доме. Там одна Карина с остраху верещит, хмыкнул Денис. Фима точно помнил, что отправил Софию в баню. Выждав некоторое время, он решил к ней присоединиться. Забежал в баню, разделся догола и заблудился в клубах пара. «Софочка, где же вы?» – звал Фима. «Тут я, поймай меня, шалун!» Отзывалась откуда-то из глубины чаровница. Фима бегал в клубах пара с вытянутыми руками, но она все ускользала от него. «Софочка, я уже виагру съел, не томи!» Стонал Фима, пытаясь изловить неуловимый силуэт. «Сюда, сюда иди!» Звала его София. Фима наконец нашарил вожделенную красавицу и принялся ее обнимать. «Сколько же я терпел! Отдайся мне, София!» – шептал он ей. Пар потихоньку рассеивался. «Караул, караул, насилуют!» Завопила вдруг София не своим голосом. Фима в ужасе раскрыл глаза. Вместо сочной красотки он обнимал голую старушку, вырывающуюся из его окоченевших рук. «Бабоньки, да как он тут оказался-то? Злодей! И хозяйство на нас растопырил! Бей его!» Фима оглянулся и выпустил из своих лап старушку. Он оказался в городской бане. Со всех сторон к нему подбирались свирепые голые женщины, вооруженные тазиками. Над головой, свистнув, пролетел брусок мыла. «Что же вы так, Ефим Христофорович, хулиганите?» Строго спрашивал Фиму очень серьезный человек из очень серьезной службы. «Напали на женщин в городской бане. На вас 10 заявлений о изнасиловании». «Вы все это верите? Это нелепая ошибка», – обрадовался Фима. «Особенно в конце года», – продолжал серьезный человек. «Нам сейчас очень не нужно, чтобы вы вот так вот выделялись. Ну, обнюхались, с кем не бывает. Но в баню-то зачем? Дурной славы хотите?» «Я все осознал. Больше этого не повторится», – смиренно кивнул Фима. «Хорошо. Не забывайте, пожалуйста, о том, кто вас защищает, и не забывайте о том, что завтра вам предстоит кое-что нам перенести», – напомнил ему серьезный человек с серьезным лицом. «Вы и так создали нездоровую шумиху». «Спасибо, можно я уже пойду?» – попросил Фима. «Идите», – серьезно кивнул ему серьезный человек. «Только заберите ваши рисунки». И он швырнул к Фиминым ногам его картины. Тот испуганно отпрянул. На самом видном месте в кабинете мэра. А ведь мэр не в курсе, чем вы это рисуете, Фима. Добавил зловещим голосом серьезный человек. Пантелеймонович с испугом поглядывал на бога Фиму. Тот выглядел ужасно, переднего зуба не хватало, под глазом набух фингал. Кто-то выдрал ему солидный клок волос с головы и поцарапал лицо. В офисе секты сегодня царило нездоровое оживление. Фима бегал по офису и требовал, чтобы ближайшее окружение готовило деньги. Открывавшая сейф с деньгами матушка Альбина внезапно увидела внутри голову своей бабки. Голова открыла глаза и, увидев Альбину, начала матерно ее ругать. Альбина закрыла дверцу сейфа, подождала и снова открыла. «Проститутка, дешевка, давалка!» Голова никуда не делась. Альбина снова закрыла дверцу. «Кажется, мне в монастырь пора. В настоящий»,
В страхе подумала она и, сослонившись на головную боль, попросила Пантелеймоновича открыть и достать деньги из сейфа. Разумеется, когда тот послушно открыл сейф, кроме денег там никого больше не было. А где мои бойцы? Метался Фима. Они в больнице. Ответил верный Пантелеймонович. Альбина молчала в страхе, смотрела в окно. Оттуда грозила пальцем и показывала кукиши ей бабка, а ведь она уже лет 15 как представилась. Только уже в январе выздоровеют, не раньше. Что случилось? Опешил Фима. Стреляли в кого-то, рикошетом прострелили друг другу попы. Попытался объяснить Пантелеймонович. Чего прострелили? Не понял Фима. Да господи, жопы, они прострелили себе жопы! Простите меня, господи, каюсь! Завывала, не выдержав, матушка Альбина и опрометью выскочила из офиса. Ноги моей тут больше не будет. Я тут один бог. Пискнул ей Фима вслед, но как-то неуверенно. Все было против него, даже матушка Карина его предала. Сообщил по телефону, что после того, как он ее подло кинул одну в загородном доме, она уходит от него из секты, мол, ей было видение, и она теперь понимает, что жила неправедно и во грехе, и что она возвращается учиться в институт и жить в общежитии, а с чертями в квартире пусть Фима живет. Одна была надежда на Пантелеймоновича. Серьезные люди ждать не будут. Он попросил зама взять несколько сектантов понадежнее и, распределив между ними сумки с деньгами, разослать их по определенным адресам. Выходившего из офиса Пантелеймоновича окликнул дожидавшийся его Валерий Васильевич. «Эй, пчелка, а ну, бзз, ко мне!» Глаза Пантелеймоновича остекленели, он безропотно шагнул своему новому хозяину. Знаете, Ефим Христофорович, мы очень не любим глупые шутки. Голос серьезного человека в телефонной трубке был тих и оттого страшен. Скажите, ведь вы пошутили? Пошутил? Пискнул Фима. А что, собственно? 3 сумки с деньгами, но вместо денег везде фантики от конфет и нарезанная бумага. И бумага такая интересная, из ваших книг, Фима. Фима вспотел от страха. Это ошибка, я найду деньги, меня подставили. Хорошо. Срок у вас до завтрашнего вечера, а пока мы закроем вашу лабораторию, где вы производите опиум для народа. Спасибо, крикнул Фима в телефон, но там уже были короткие гудки. Фима хотел было быть и пытать своего заместителя, но не нашел для этого денег. Он обшарил все свои сейфы и везде было пусто, только открытки поздравления с Новым годом. Такого удара под дых он еще не испытывал. В отчаянии он призвал на проповедь всех своих последователей, где собирался обвинить своего зама во всех грехах и предложить всем скинуться, заложить жен и детей, но спасти своего бога. К его немалому удивлению пришли только Пантелеймонович, преданно хлопающий глазами, и 2 новичков, проявивших себя на продаже картин. Никого больше не было. А где, собственно, все? Спросил он, оглядывая зал. Так никто не придет, все вас боятся, сообщил из зала Валерий Васильевич. Но почему? Старушки вас боятся, потому что вы в бане на женщин кидались и грозились изнасилованием. Родители вас боятся, так как вы якобы их детей в рабство педофилам продали, а те заставляли их обувь шить. Я? И вообще ходят слухи, что вы картины попой рисуете и устроили идеологическую диверсию прямо в мэрии, пожал плечами Валерий. И это накануне приезда самого президента. Хорошо, а вы тогда почему пришли? Тускло спросил Фима.
Так мы ваши самые верные поклонники, ухмыльнулся Валерий Васильевич. И идти нам некуда, мы вам все свои деньги отдали. Тогда бейте Пантелеймоновича, приказал Фима. Он деньги церкви украл, змея. Я? Удивился заместитель. Клянусь, я все отдал кому следует, я всегда был верен вам, Фима. Действительно. Поддержал его Денис. Если бы он деньги украл, разве он бы тут тогда появился? Фима призадумался, действительно, концы с концами не сходились. «Мне срочно нужно раздобыть денег», – пожаловался он своим последним верным последователям. «Иначе мне не жить, где же их взять?» «А вы квартиры начните продавать, которые вам верующие подарили», – посоветовал ему Валерий Васильевич. «Хотя бы по бросовым ценам риэлторы как собаки набегут». «Действительно», – просиял бог Фима. Это был хороший вариант. У него еще оставалась куча недвижимости. Фима, только не волнуйтесь, но это какой-то кошмар. Квартира на Тимирязева проклятая, сообщил Пантелеймонович, почти рыдая. Что случилось? Обреченно спросил Фима. Он сидел дома и от огорчения пил виски. Мы потеряли уже 2 риэлторов, просто неописуемо. Я такого еще не видел в своей жизни. Первый пришел, и ему кирпич на голову упал. Откуда он взялся в панельном доме, неясно. Это все происки темных сил, взвыл Пантелеймонович. Второй пришел осматривать, и из воздуха появилась сковородка, только зубы разлетелись в разные стороны. Пьяно захихикал Фима и, размахнувшись, разбил свой айфон об стену. Зубы, зубы. На Тимирязева 44 возле подъезда Валерий Васильевич проводил очередную машину скорой помощи с нечаянно потерпевшим риэлтором, курил и говорил Денису. Еще парочка таких и желающих приобрести жилье у Фимы не будет. Слухи быстро распространяются. Но в другие квартиры мы барабашек не завезли. И не надо, наш барабаха и так отлично справляется, успокоил его Валерий. Фима сидел у себя дома и не показывал на улицу нос уже несколько дней. Души усопших доложили Валерию Васильевичу ближайшее будущее этого бога, и рано утром микроавтобус уже дежурил в ожидании. Прямо под окном дома, где проживал живой и пьяненький бог. Фима сидел в окружении пустых бутылок и вел очередную проповедь. «Я есть ваш создатель, я есть альфа и омега всего сущего в этом мире, а вы все меня предали. Отвернулись от своего спасителя, а ведь я все делал только для вас. Я учил вас хорошему и доброму. Я должен был создать рай, но вы изгнали его. Мелочные людишки. Что? Нечего ответить. Бутылки молчали, они были почти все пусты. Фима встал со своего места, пошатываясь. В это время внизу к дому подъехал автомобиль BMW с серьезными номерами. Из автомобиля вышли 2 серьезных молодых людей и отправились проведать Бога. «Начинается», – шепнул Валерий Васильевич Денису, заметивший серьезных людей. Он включил магнитолу на полную мощность и открыл окна. Заиграла «Сектор газа», песня «Белая горячка». Лерий. «Фима, открой дверь, по-хорошему, мы знаем, что ты дома». Стучались в дверь серьезные люди. Несмотря на крепкую железную дверь, бог Фима их отлично услышал. «Врешь, не возьмешь», – захохотал он. «Вы все черви поганые под моей ступней». «Фима, лучше сам открой, а то дверь выломаем», – упрашивали его.
Я Бог, я не могу умереть, я воскресну и начну заново. Смеясь, Фима подошел к окну и распахнул его. В лицо ударил холодный зимний воздух. Фима, смеясь, забрался с ногами на подоконник. «Принимай, вселенная!» – орал он из открытого окна. «Я корень всего сущего, я лечу от вас, черви земные и смрадные, в царство свое, и я не приму никого из вас, как ни просите. Нет вам прощения, отвернувшись от величия моего, гады!» В голове у него кружилось, ему казалось, что внизу собралась толпа и рукоплещут ему. Его подбадривали криками и хвальбой. Пытаясь толкнуть речь, он подскользнулся и нырнул в эту морозную свежесть, широко раскинув руки в полете. Полетел словно птица. «Хорошая лепешка получилась», – резюмировал Валерий Васильевич. Но дело было еще не закончено, и, схватив белый листок бумаги, он подбежал к истекающему кровью Фиме. «Вы распишитесь вот тут, пожалуйста. Ах, вы уже умерли, какая жалость. Ну тогда я сам за вас». И он приложил окровавленную пятерню Бога к белому листу, после чего кровью вывел подпись: «Отдаю все». Умерший Фима с недоумением разглядывал Валерия Васильевича, склонившегося над его мертвым телом. «Что вы делаете? Я же Бог!» «Ты не Бог», – ответил Валерий, повернувшись к нему. «Ты жирная тля, которая пьет соки растения. А вот те муравьи тебя пасут». Он кивнул в сторону выбежавших из дома серьезных людей. «Они защищают тебя и кормятся твоими сладкими выделениями. Таков твой удел». «Я что, умер? Я не могу умереть», – ошарашенно произнес Фима. «Ты, конечно, умер, и ты самоубийца», – ухмыльнулся в ответ Валерий. «А за убийцами приходят особенные ребята. Посмотри назад». Фима посмотрел и задрожал от ужаса. К нему шли в развалочку черти, настоящие, с рогами и копытами. «Я не верю в ад!» «Это не важно», – пожал плечами Валерий Васильевич. «Важно, что они верят в тебя. Тебе верило множество хороших людей, множество людей, которых ты обманул, и тогда они стали верить в то, что ты достоин ада и вечных мучений за свои делишки. В конце концов, все наши предсмертные представления базируются на вере, и оттого вера принимает самую подходящую форму». Он козырнул подошедшим чертям. «Забирайте, он весь ваш, ребята». Черти с хихиканием накинулись на Фиму и скрылись в черном дыму. «Так, что вы делаете возле трупа?» К Валерию подбежали серьезные люди. «Немедленно предъявите документы и держите руки так, чтобы мы видели». Валерий помахал перед ними бумажкой с кровавой росписью Фимы. «Генерал-лейтенант ГРУ Алексей Сидоров, нахожусь здесь по секретному заданию. А вы, собственно, из какой организации?» Серьезные люди сразу скисли, козырнули и представились по званиям. «Ладно, берите это дело в свои руки, а я вас потом проконтролирую», – снисходительно разрешил им Валерий Васильевич. Он оставил растерянных серьезных людей над остывающим телом бывшего бога Фимы и, забравшись в микроавтобус, велел своему товарищу: «Трогай, Дэн, поедем соберем всех почитателей, надо сообщить им трогательную новость». Последователи бога Фимы собрались в все том же актовом зале. Только теперь на сцене стояли Валерий, Денис и Святослав Пантелеймонович, как божественный заместитель. В зале стояла гробовая тишина. «Ну вот, Святослав Пантелеймонович», – говорил громко на весь зал Валерий, демонстрируя бумагу с окровавленным отпечатком ладони. «Бог Фима временно покинул наш мир до очередного своего перерождения и в процессе своей смерти оставил верным своим последователям это завещание».
Но тут лишь подпись «Отдаю все». Что же это такое значит? Удивленно разглядывал документ тот. Это значит, что Бог хочет, чтобы вы вернули все деньги и собственность, пожертвованную вам, обратно людям. Объяснил Денис. Но я не могу. Завопил Пантелеймонович, обращаясь в зал. Все деньги пропали. Они ушли людям, которым я передавал по приказу Фимы. Зал молчал. Последователи так смотрели на заместителя, что тот не знал, куда ему деться. Валерий, утешая, хлопал его по плечу. «Ты, Пантелеймонович, вроде мужик нормальный. Мы все понимаем. Ты был вынужден работать на этого жулика и сам отдал ему последние деньги, влезая в долги». Да, Заплакал Пантелеймонович. я бы раздал деньги, все до копейки, но негде их взять. Пропали они, понимаете, все, финита. Зал молчал. Валерий Сергеевич прохаживался по сцене. В преддверии Нового года нужно всегда думать о хорошем. Ваш Бог был всего лишь очередным мошенником, который, пользуясь вашей доверчивостью, подсадил вас на наркотик и практически поработил вас. Вы готовы были отдать ему своих детей, только бы ублажать этого башка. Вы готовы были ради него на что угодно. С радостью брали ради него кредиты в банке, продавали жилье, дарили золото и квартиры, а также участвовали в сомнительных махинациях. Может быть, теперь у вас прибавится немножко ума, и вы задумаетесь в следующий раз, когда понесете очередному Фиме последнюю рубаху. Правильно ли вы поступаете? Внесите, пожалуйста, деньги. По залу прошло шевеление, к сцене протиснулось несколько человек с тусклым взглядом и положили туго набитые сумки. Тут все деньги, которые Фима утаил от своей паствы. Сообщил Денис Пантелеймоновичу. Распорядитесь, пожалуйста, ими по справедливости. Раздайте всем пострадавшим по возможности и верните хозяевам их квартиры. Но откуда они? В страхе спросил Пантелеймонович. Я же их лично кому, надо. Тебе-то не все равно. Это те самые деньги. Я был вынужден сделать одержимыми всех сектантов, иначе бы их было трудно согнать вместе. А если бы я все-таки их собрал без применения спецсредств, они бы сейчас нас смели лавиной требований и угроз. Продолжил Валерий Васильевич. А тебя, Пантелеймонович, требуется потихоньку с ними поработать, каждому подойти с душой и помочь. Справишься? Я постараюсь. Согласно кивнул тот. Вот и славно. Обрадовался Валерий и пожал ему руку. Но сначала просим смиренно вернуть Софии ее квартиру, а то мыкается несчастная женщина по гостиницам, и ребенок елку только из окна видит. 31 декабря в 19:00 в квартиру Софии позвонили. «К вам приперся Дед Мороз, у него картошкой нос, он подарки раздает. Здравствуй, елка, Новый год!» «Ой, Ваня, смотри, Дедушка Мороз пришел!» Обрадовалась София, впуская гостя с большим мешком подарков. Это не Дед Мороз, мам, это дядя Денис с красным носом и фальшивой бородой, ответил, прищурившись, Ваня. Дедов Морозов не бывает, и я уже взрослый. Денис в костюме Деда Мороза на секунду сконфузился и, переглянувшись с Софией, ответил. Раз ты взрослый, значит, подарки тебе не нужны. У дедушки-то их много, всяких разных. Пойду-ка я их детишкам подарю, которые в дедушку еще верят». «Нет, нет», – испугался Ваня, – «давайте сюда подарки». «Тогда гони стишок дедушке», – потребовал Денис. «Сейчас», – сказал Ваня и затараторил. «Говорят, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Могут даже у ребят сбыться все желания,
Нужно только, говорят, приложить старания. Внизу микроавтобуса курил и любовался горящим теплым светом окна дома на Теремязевой Валерий Васильевич. «Вот, Серафима Леопольдовна», — говорил он, сжимая в руке склянку с душой старушки. «Вот и подошла к концу наша служба. Свою работу мы выполнили, а значит, дело за вами. Но вы молчите, вам нечего мне сказать, хотя я чувствую, как от вас исходит умиротворение. Вы счастливы, Серафима Леопольдовна? Я надеюсь, что вы счастливы. Год идет к окончанию, но между тем сегодня у Вани будет еще один Дед Мороз». Он убрал за пазуху склянку и открыл задние двери микроавтобуса. Там лежал связанный и мычащий, легко одетый молодой человек. «Несколько месяцев назад ты продал ребенку насадку от пылесоса Кирби, жалкий продаван», — с угрозой в голосе сообщил ему Валерий Васильевич. Мальчик целый год копил деньги и хотел порадовать своих маму и бабушку новым пылесосом, который ты так расхваливал. По счастливой случайности пылесос они не купили, и ты выкрутился, обидел малыша, забрав у него последнее. Именно поэтому ты сегодня тут. Но ты молчишь, да? Ах да, у тебя же заклеен рот. Неважно. Сегодня мальчик Ваня получит лучший пылесос в мире. Он вытащил продавца за шиворот и пинками погнал к подъезду. «Языком квартиру вылежешь и будет с тебя». Голос Валерия потонул в шуме фейерверков. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.